Маленький принц. Антуан де Сент-Экзюпери. Глава 4. Так я узнал вторую важную вещь. Его родная планета была едва ли больше обычного дома. Впрочем, это меня не очень-то удивило. Я хорошо знал, что за такими большими планетами, как Земля, Юпитер, Марс и Венера, есть сотни других. Некоторые из них такие маленькие, что их трудно разглядеть в телескоп. Когда астроном открывает такую планетку, он дает ей вместо названия лишь номер. Он ее называет, к примеру, астероид 3251. У меня были серьезные основания думать, что планета, с которой прилетел маленький принц, была астероидом B612. Этот астероид впервые был замечен в телескоп в 1909 году каким-то турецким астрономом. Он сделал об этом своем открытии большой доклад на Международном астрономическом конгрессе. Но никто ему тогда не поверил, потому что он был одет в традиционный турецкий костюм. Такие вот люди, эти взрослые. К счастью для астероида B612, турецкий правитель приказал своим подданным под страхом смерти одеваться по-европейски. Астроном повторил свой доклад в 1920 году. На этот раз он был одет весьма элегантно, и все с ним согласились. А если я вам так подробно рассказал об этом астероиде и даже сообщил его номер B612, так это из-за взрослых. Взрослые любят цифры. Когда вы им рассказываете о своем новом друге, они никогда не спрашивают вас о главном. Они не спрашивают о его голосе и во что он играет. Они не интересуются, что ему нравится и собирает ли он бабочек. Они спрашивают, сколько ему лет, сколько у него братьев, сколько он весит, сколько зарабатывает его отец. Только тогда им кажется, что они его узнали. Если вы скажете взрослым, что видели красивый дом из красного кирпича, с геранью на подоконниках и с голубями на крыше, они не смогут себе его представить. Им нужно сказать, что ты видел дом, который стоит 100 тысяч франков. Тогда они воскликнут: «Какая красота!» Поэтому, если вы им говорите, что маленький принц существует, потому что он удивительный, потому что он смеялся и хотел, чтобы ему нарисовали барашка, ведь желание иметь барашка доказывает, что ты существуешь, они лишь пожмут плечами и посмотрят на вас, как на ребенка. Но если вы им скажете, что он прилетел с астероида B612, это их убедит. Они от вас отстанут и не будут больше донимать своими вопросами. Они такие, и не стоит за это на них обижаться. Дети должны быть снисходительны ко взрослым. Конечно, тех, кто понимает жизнь, не волнуют цифры. Я бы хотел начать эту историю как волшебную сказку. Я бы сказал: жил-был однажды маленький принц. И жил он на планете, которая была чуть больше его самого. Ему нужен был друг. Для тех, кто понимает жизнь, это было бы больше похоже на правду. Мне совсем не хочется, чтобы мою книгу читали ради развлечения. Мне горько рассказывать о своих воспоминаниях. Ведь прошло уже 6 лет, как мой друг покинул меня вместе со своим барашком. Я пытаюсь здесь его описать, просто чтобы не забыть о нем. Ведь это грустно – забыть о друге. Не у всех в жизни был друг. Я ведь могу стать как взрослые, которых интересуют только цифры. Для этого я купил коробку с красками и карандаши. Трудно снова начать рисовать в моем возрасте. Особенно если раньше, когда тебе было 6 лет, у тебя были всего 2 попытки. Рисунки удава снаружи и изнутри. Но я, конечно, постараюсь, чтобы вышло похоже. Хотя я совершенно не уверен, что у меня получится. Один рисунок удается, а другой выходит не очень. Я сомневаюсь также насчет роста. На одном маленький принц получается слишком большим, а на другом слишком маленьким. Я не уверен и в цвете его костюма. Приходится действовать по наитию,
наугад. И так, и этак. Наконец, я могу ошибаться и в некоторых важных деталях. Придется вам меня за это простить. Мой друг никогда мне ничего не объяснял. Наверное, он думал, что я такой же, как и он сам. Но я, к сожалению, не умею видеть барашков сквозь стенки ящичка. Возможно, я немного похож на взрослых. Наверное, я просто постарел. Глава 5. Каждый день я узнавал кое-что новое о его планете и о начале его путешествия. Он рассказывал о ней понемногу, когда выдавался случай. Поэтому о трагедии с Баобабами я узнал лишь на 3-й день. И это случилось именно благодаря барашку. Маленький принц после долгого раздумья вдруг спросил меня: «Правда ведь, что барашки едят кустарники?» «Да, правда». Это хорошо». Я сразу не понял, почему для него было так важно, что овцы едят кусты. Однако маленький принц добавил: «Значит, и баобабы они тоже едят». Я заметил маленькому принцу, что баобабы не кустарники, а деревья, высокие, как церкви. И если бы он даже прихватил на свою планету целое стадо слонов, оно не справилось бы и с одним единственным баобабом. Мысль о стаде слонов на его планете рассмешила маленького принца. Тогда нужно будет ставить одного слона на другого. Однако он мудро заметил: «Но ведь баобабы, прежде чем вырасти, тоже бывают маленькими». «Это точно. Но почему ты хочешь, чтобы твои барашки питались маленькими баобабами?» Он мне ответил, как будто речь шла о вещах очевидных. «Почему?» «Сам прикинь». И мне потребовалось изрядно напрячь свои мозги, чтобы понять, в чем тут проблема. В самом деле, наверняка на планете маленького принца, как и на прочих планетах, среди полезных растений росли и сорняки. Следовательно, в земле были хорошие семена хороших растений и плохие семена плохих. Однако семена толком не разглядишь. Они спят до поры, храня свой секрет в земле, пока кому-нибудь из них не взбредет в голову проснуться. Тогда семя дает росток. Сначала он робко тянется к солнцу, такой восхитительный и безобидный. Это верно, если речь идет о ростке редиски или розы. Тогда можно дать ему волю расти и дальше. Однако, если речь о сорняке, его надо сразу же выполоть, как распознаешь. А на планете маленького принца такие ужасные семена как раз имелись. Это были семена баобабов. Вся почва планеты была ими заражена. А если взяться даже за один баобаб слишком поздно, от него уже не избавишься. Он заполнит всю планету и прорастет в нее своими корнями. И если планета очень маленькая, а баобабов слишком много, они ее просто разорвут на части. Поэтому это важный пункт распорядка дня, говорил мне маленький принц позже. Когда закончишь утром приводить себя в порядок, надо аккуратно привести в порядок свою планету. Надо приучить себя регулярно выдергивать молодые баобабы, как только сможешь их отличить от кустов роз, на которые они в молодости очень похожи. Эта работа довольно скучная, хотя и очень простая. Однажды он мне посоветовал постараться нарисовать такую картинку, чтобы дети там, где я живу, хорошо это себе уяснили. «Если они когда-нибудь начнут путешествовать, — сказал он мне, — это может им помочь. Иногда можно без проблем отложить свою работу, но только не в случае с баобабами. Иначе это кончится бедой. Я знавал одну планету, на которой жил лентяй. Он долго не обращал внимания на 3 кустика. По просьбе маленького принца я нарисовал ту самую планету. Я не люблю никого поучать. Однако угроза, исходящая от баобабов, столь малоизвестна, а опасность для тех, кто очутится на астероиде, столь серьезна, что в данном случае я, пожалуй, сделаю исключение. Я говорю: дети, следите за баобабами.
Так я хочу предупредить моих юных друзей об опасности, с которой они сталкиваются уже довольно давно. Я и сам о ней не подозревал, пока не закончил этот рисунок. Над ним стоило потрудиться как следует. Возможно, вы меня спросите, почему в этой книжке нет других таких же внушительных рисунков, как эта картинка с баобабами? Ответ совсем прост. Я старался, но у меня ничего не получилось. А когда я рисовал баобабы, меня вдохновляла сама необходимость и неотложность этой работы. Это все на сегодня. Если вы хотите слышать продолжение этой книги, дайте мне знать в комментариях. До следующего видео. Пока-пока.